Нихао, камрады, вы на канале Марк Викторсон. Со мной вы и на Китай посмотрите, и о смартфонах узнаете. Сегодня во влог стиле я расскажу вам об этих смартфонах. Дело в том, что кто читает мой телеграм-канал, в курсе, что произошла ситуация, из-за которых меня не будет дома, как минимум в течение следующей недели. Поэтому смартфоны нужно возвращать заказчикам. И у меня нет времени снять полноценные обзоры, но рассказать о них нужно, потому что я знаю, многие ждут. И вот поэтому я сейчас постараюсь по пунктам буквально пробежаться и объяснить вам, что в этих смартфонах хорошо, а что плохо с моей точки зрения и кому эти смартфоны подойдут. И начну я с экранов. Посмотрите. В Axon подэкранная камера совершенно не выдает себя в обычном режиме. На Vivo дырка в экране. И если честно, меня это расстраивает. Это не такая большая проблема, но вот здесь вообще не видно фронталки. Ну, конечно, за это нужно же поплатиться. В Vivo X80 Pro, на мой взгляд, улучшили очень сильно фронталку. Теперь она снимает с объединением пикселей. В прошлом году 1080p с X70 Pro Plus меня удивило очень низкого качества, ну, на фоне остальных флагманов, которые пишут 4К. Здесь фронталка прям отвратительнейшая. Вот она реально убогая. Других слов нет. Для видеосвязи пойдет. И на мой взгляд, это как раз то, что мне нужно. Но если вы женщина, если вы девушка и любите себяшки, вам, к сожалению, придется пропустить этот смартфон, потому что себяшки на него с фронталки вы хорошие не получите. То есть Vivo гораздо больше подходит тем, кто любит себяшки снимать. И в то же время, вот, каждому свое. Кому-то нужен плоский экран без вырезов, а кому-то фронталка не беда. Дальше, смотрите. Углы. Здесь круглые углы. Кому-то без разницы. Лично меня больше радуют вот такие вот именно прямые углы у экрана. Это очень здорово для контента. Особенно если вы фотограф, если вы любите, вот, чтобы видео на весь экран было. Vivo в этом немножко проигрывает, потому что круглые вот, углы это не совсем круто, на мой взгляд. Но, опять же, я говорю, кому-то это может быть без разницы. Я знаю огромное количество людей, которые не заморачиваются на такие мелочи. Дальше, по поводу качества этих экранов. На Vivo экран чуть-чуть лучше. У него чуть лучше цветопередача, у него чуть более высокая максимальная яркость. Но за это приходится платить шимом. Здесь коэффициент пульсаций в районе 35%, если вы включите DC-димминг. На ZTE-шке где-то в районе 12 или 15%, то есть гораздо более низкий шим. И вот если честно, Vivo иногда на глаза давит. От Axon у меня вообще глаза не устают. То есть я в него целый день смотрю, и я ни разу не жаловался на то, что у меня глаза от этого OLED уставали. Поэтому если вы тот человек, у которого болят глаза от экранов, Axon ваш выбор. Но, конечно, за это придется поплатиться немножко кривой цветопередачей. Ну и в то же время, насколько она кривая. То есть вы должны понимать, что китайцы настраивают экраны так, чтобы фото, снятые на эти смартфоны, на этих смартфонах смотрелись круто. И поэтому что здесь, они будут смотреться круто. Но как только вы скинете какому-нибудь другу или на компьютере будете смотреть эти фоточки, оно будет смотреться нейтральнее. И поэтому что здесь, на самом деле цветопередача не идеальная. Но как я показывал в обзоре, Vivo немножко теплит, оранжевит, а Axon немножко холодит. Поэтому вы можете в настройках баланса белого все поправить, и у вас будет немножко более точная цветопередача конкретно для вас, если вас этот вопрос волнует. Дальше по поводу камер. Очень важный момент. У этих смартфонов принципиально разное назначение, и оно исходит из фокусных расстояний. То есть качество, цветопередача — это второстепенные моменты. Здесь набор фокусных отличается от этого. И если в этом смартфоне все три камеры умеют, например, снимать 4К 120, это для кого-то важно, то здесь вообще сыр-бор. Но для тех, кто любит снимать фоточки, этот смартфон подходит лучше, потому что у него гораздо более высокое качество фото, чем у Axon в режиме авто. На Axon, конечно, и сюда тоже можно установить Google камеру и исправить качество фото. Конечно, с Google камерой тоже придется мириться, потому что она работает не всегда быстро, переключение между модулями будет медленное. Но в целом, если вы любите фоткать людей, это ваш выбор, особенно за счет того, что вот 50-миллиметровый телеобъектив с крутым боке позволит вам снимать фоточки людей крупным планом, там от груди, вот такой вот портрет будет замечательно на Vivo. У Axon 35 мм, и здесь необходимо вот что сказать. Дело в том, что когда вы используете такие мессенджеры, как WhatsApp, WeChat, любой другой мессенджер, тот же самый, я не знаю, ВКонтакте, вы пытаетесь кому-нибудь отправить фоточку, или в Инстаграме, я не знаю, какие-нибудь тоже сторизы. 35 мм стандартная камера. Это значит, что у вас будет более близко объект находиться в видоискателе, чем на стандартном смартфоне с 24 мм. То есть, если вы пытаетесь сфоткать какой-то документ, вам придется относить телефон дальше. И меня поначалу это сильно не то чтобы расстраивало, обескуражило. То есть я по привычке
привычке я уже по наитию расставляю смартфон на таком расстоянии, как нужно, чтобы снять документ. Но так как здесь 35 мм на основной камере, а не 24, нужно смартфон относить назад. То есть это немножко вызывает неудобство, дискомфорт. К этому можно привыкнуть. И в целом камеры мне здесь очень зашли, тем более, что Mac Pro 24 FPS полноценно работает. Ну и на Vivo мы с Александром также отладили Mac Pro 24 FPS. Если вам любопытна тема видеосъемки на смартфоны полупрофессиональных или профессиональных, вы можете скачать это приложение и на Play Market. Оно там немножко денег стоит, но если вы напишите Александру личное спасибо, он вам даст это приложение бесплатно в Телеграме. То есть мы отладили работу на этих смартфонах, оно теперь полноценно работает. То есть в плане поддержки сторонних камер оба эти смартфона отлично подойдут энтузиастам. Далее по поводу звука. Конечно же, у Vivo звук из динамиков гораздо более классный. По поводу звучания из наушников, то же самое, что X70 Pro Plus. То есть никаких изменений. Он как хорошо звучал X70 Pro Plus, так и здесь тоже хорошее звучание в наушниках. Аксон для меня был серой лошадкой. И после того, как я послушал его из динамиков, я был слегка обескуражен, потому что я ожидал большего. Баса здесь реально не хватает после всех остальных современных флагманов. Но в наушниках это совсем другая песня. Он очень круто играет в наушниках, прям на уровне Соньки, на уровне, опять же, Vivo. Я послушал в своих больших лопухах, послушал в разных Bluetooth наушниках, проводных наушниках. Очень достойный звук. Он также поддерживает LDAC соневский. Полноценно. Некоторые смартфоны, они как бы на бумаге поддерживают, но на практике вы начинаете слушать, и звук какой-то непонятный. Те же самые Honor, Huawei, они вроде как поддерживают LDAC, но звучание в наушниках у этих смартфонов лично меня расстраивает. То есть здесь реально хороший звук, что на Vivo, что на Axon. Дальше, конечно же, оба смартфона не поддерживают слот для карты памяти. Vivo официально водонепроницаем, на Axon официальной водонепроницаемости нет. Но слот для симки имеет резиновую такую прокладку. То есть, в принципе, дождь эти смартфоны выдержат. Что Vivo, что Axon, но у Axon неофициальная водонепроницаемость. У Vivo водонепроницаемость официальная. Автономность и качество связи. На Axon в среднем у меня получалось где-то 5-5,5 часов экрана. Это не совсем впечатляющие показатели, но тем не менее неплохие. Я, конечно, слушал много музыки по Bluetooth, YouTube смотрел с выключенным экраном. Это довольно сильно нагружает аккумулятор. Но сейчас, по-моему, все так делают. Поэтому, ну скажем, нормально, средне. Vivo X80 Pro чуть-чуть более автономный, чем в прошлом году X70 Pro Plus. Если только ради автономности обновляться на X80 Pro, возможно, но на мой взгляд не стоит, если вы взяли X70 Pro Plus. Он и внешне мне нравится больше, чем X80. Конечно, я не могу говорить, что это плохой дизайн, просто непривычно. Зачем нужно было круг вписывать в квадрат? Не все люди понимают. Такие эстеты, как я, например, немножко возмущены. Но в целом, конечно же, внешний вид Axon мне нравится гораздо больше. И то, как они лежат в руке, оба смартфона очень приятные. Вот эта вот задняя спинка, она как вот это матовое стекло, как мокрая шкурка. Реально очень приятное ощущение тактильное. По комплекту Axon идет вот смартфон, шнурок, зарядник. Здесь в комплекте нам еще идут такие замечательные чехлы. Если вы берете черный, у вас будет черный чехол, он типа так эко-кожа. У Vivo немножко более богатый комплект выходит. Ну, Axon тоже не бедный. В комплекте идет силиконовый чехол на первое время. И я вот сейчас покажу, я не показывал в первых впечатлениях, чтобы не испортить их. Но вот это кладут в коробку с Axon. Понимаете? Вот как это назвать? Это наушники за 30 рублей из перехода. Жесть. Но в любом случае, оба смартфона очень хороши, но вам нужно понять, что вам нужно от смартфона. Поэтому, если вы фанат прямоугольных экранов, это. Если вы снимаете видео, это. Если вас бесит фронталка, которая выпирает, или фронталка, которая занимает место, это. Если вам больше фоткать людей, вот это. И, наконец, по оболочке. Важный очень момент. У этих смартфонов принципиально разные оболочки. И мне лично, как фанату чистого андроида, больше нравится ZTE, потому что у него ближе к чистой оболочке андроида. Сейчас я продемонстрирую вам одну классную штуку. Смотрите. Вот у нас традиционная раскладка. Сверху панель управления, снизу уведомления. На Vivo, к сожалению, чтобы сделать так же, нужно будет поковыряться в настройках. И смотрите, как и в прошлом году, я ругал за это Vivo. Выдергиваете справа панель управления, выдергиваете слева уведомления. Но нельзя вот таким свайпом переходить между ними. На Axon можно, есть огромное количество разных вариантов, как это все будет выглядеть. Также по поводу самих вот уведомления и все остальное. И здесь, так как это китайские смартфоны,
не очень круто с уведомлениями, потому что смартфоны китайские обычно гасят работу приложений в фоне, чтобы как можно больше была автономность. Поэтому и здесь вам придется поковыряться в настройках, но на Vivo это сделать чуть-чуть сложнее, потому что у Vivo немножко менее логичная, на мой взгляд, оболочка. Но опять же, что вам там нужно? Нужно один раз залезть, и на года вперед у вас все будет работать. Но все же я скажу, что мне больше нравится оболочка Axon. Дальше по поводу биометрии и тактильной отдачи. У Vivo биометрия и тактильная отдача чуть-чуть лучше, чем на Axon. Но я бы не сказал, что на Axon она прям таки уступает на световые года. Нет, у Vivo просто она быстрее и слегка надежнее. У Axon чуть-чуть, я показывал уже в обзоре, если вы не смотрели мой предыдущий ролик, где я кучу смартфонов сравниваю, у Axon все-таки чуть-чуть уступает по скорости и по надежности разблокировка, потому что с такой подэкранной фронталкой разблокировка по лицу явно не может быть идеальной. Почему в этом году практически все смартфоны прям, как под копирку, похожи на прошлогодние? Вот посмотрите на это. Если бы я не сказал, что это Magic 4 Ultimate, вы бы, наверное, подумали, что это Magic 3 Pro Plus. Почему так? На мой взгляд, производители смартфонов в курсе, что к концу этого года будет очень жесткая просадка по производственным мощностям чипов. То есть Украина не производит теперь неон, который необходим для производства чипов. Россия ограничивает производство гелия и неона и экспорт этих газов. Проблемы к концу года просто накопятся, и я предчувствую, это мое такое личное мнение, вы не берите меня как серьезного такого аналитика, но я считаю, что к концу этого года просто будет жопа полная на рынке смартфонов, и поэтому производители стараются как можно быстрее выкатить все, что у них есть, в виде смартфонов. Или они предчувствовали, что это будет к концу этого года. И поэтому, конечно, разработка смартфона занимает как минимум 3-4 месяца, а то и полгода. Поэтому они как можно быстрее выкинули все, что у них есть, чтобы люди купили, пока есть возможность что-то купить. Поэтому, если вы хотите купить себе новый смартфон, я думаю, сейчас самое время купить, тем более, что курс сейчас нормальный. Если у вас X70 Pro Plus или прошлогодний Sony, я не вижу никакого смысла обновляться на смартфоны этого поколения. И последний тизер. Я как раз в Шэньчжэне буду в понедельник и куплю Xperia 1 Mark IV. И на нее сделаю полноценный обзор. То есть я из своих денег куплю, чтобы походить с ним некоторое время. Потом кому-нибудь из вас с небольшой скидкой этот смартфон Xperia 1 Mark IV после обзора отдам. Потому что у меня, к сожалению, нет возможности за такие деньги смартфон для себя приобретать. В любом случае, на этом у меня все. Пишите обязательно свои вопросы в комментариях. Я вам на все вопросы отвечу. И самое главное, заходите ко мне в Telegram-чат. Там огромное сообщество, в котором уже огромное количество людей помогут вам настроить все смартфоны и на всякие разные вопросы, конечно же, вам помогут ответить. В любом случае, встретимся в комментариях и в Телеграме. Пока!